Кету в Накшатре Пурва-Ашатха и прошлая жизнь. 20-я Накшатра Пурва-Ашатха расположена в знаке Стрелец. Планетарный владыка Венера, главенствующее божество Апах. Символы Накшатры веер и слоновий бивень. Зодиакальный знак Стрелец соответствует 9-му дому гороскопу. Это дом духовности, стремления к высшему знанию и смыслу жизни. Место накопленной положительной кармы, источник удачи, успеха, везения, благосостояния и благочестия. Ключевой чертой Стрельца является его стремление к цели, кентавр, целящийся в неведомое. С одной стороны, это желание стоять твердо на земле, привязанность к прочности и устойчивости, с другой – человеческая природа, стремящаяся к чему-то большему, неведомому. В этом символе соединяются и разъединяются две сути – животное, инстинктивное, и высшее, человеческое. Планетарный владыка – Венера. Венера плодовита и креативна, но скорее в социальном, а не в личностном плане, так как ее цели универсальны. Венера придает блеск и шарм, который происходит от знаний, цельность натуры и принципиальность, что окружающие готовы повиноваться ей. Главенствующее божество – Апах, древняя богиня воды, о ней мало что известно, что также отражается в данной Накшатре, в которой есть таинственность, скрытность, секретность и застенчивость. Апах тесно связывает с русалкой, которая привлекательная, очаровательная, загадочная, соблазнительная, тщеславная, музыкальная, любит свободу и приключения. Также Апах сравнивают с богиней Афродитой. Апах и Афродита обе являются венерианскими богинями и частичным отражением Лакшми, всеобщей богини процветания. Символ бивень слона, слоновая кость, символизирует внутреннюю красоту, мудрость и скрытые духовные способности и говорит о том, что представители данной Накшатры довольно красивые, и в них заложена мудрость и духовный потенциал, который может быть выражен в физическом мире. Веер – это символ комфорта, престижа и аристократии. Он напрямую указывает на социальный статус и передает энергию преимущества и превосходства. Здесь прослеживается яркий, показной и эффектный венерианский аспект Накшатры. Другой аспект веера показывает способность преодолевать трудные времена. Обмахивание веером помогает остудить гнев и сохранить спокойствие и прохладу, дает силу бодрить или наполнять энергией желаний. В древних ритуалах веер отражает созидательную энергию, которая используется для поддержания огня, но в то же время показывает возможность доминировать. Веер также используется как маска, чтобы спрятать лицо, что отражает способность скрывать чувства, факты и мотивы. Животное Накшатры – самец обезьяны. Обезьяны считаются одними из самых умных животных, способных к мышлению и осмысленным действиям. Большую часть свободного времени обезьяны тратят на уход за собой и могут узнавать себя в зеркале. Обезьяны, как и дельфины, занимаются сексом ради удовольствия, а не только для размножения. В шахматах есть термин «обезьянья игра», обозначающий отражение ходов соперника. В семьях доминирует главный самец. Пурва-Ашатха переводится как «непокорная», «непобедимая» и говорит о том, что люди, рожденные под ее влиянием, делают то, что им нравится, не считаясь с мнением других. Пурва-Ашатха заставляет думать человека о смысле жизни. Своим обладателям она приносит богатство, славу, деньги. В целом это очень плодотворная и плодовитая Накшатра. В Пурва-Ашатхе встречаются два великих гуру – Юпитер, Брихаспати, гуру богов, и наставник Асуров, благочестивый и аскетичный Шукрачарья, бог планеты Венеры. Пурва-Ашатха является Накшатрой рождения Марса. Ее часто выбирают для объявления войны. Отличительной особенностью Пурва-Ашатхи является ее убежденность в том, что она не может проиграть. Пурва-Ашатха чувствует, что преуспеет во всем, куда бы ни направляла свою энергию, потому что обладает такой чертой, как неуклонность в достижении цели. Она способна выжидать в трудные времена и агрессивна, когда появляется шанс проявиться. Люди Пурва-Ашатха любят читать и писать боевые или военные саги. Им нравятся такие книги, как Сун Цзы «Искусство войны» или Макиавелли «Государь». В Пурва-Ашатхе
Солнце проходит с гораздо большей скоростью, чем любой другой накшатри, и находится близко к Земле. Пурвашатха связана с Новым годом, с принятием новогодних решений и составлением планов на следующий год. Алхимия берет свое начало в этой накшатре, прежде чем достичь своего завершения в накшатре Ревати. Пурвашатха – это основатель таинственных оккультных школ. Прошлая жизнь. Ей нравилось проживать каждый момент в полной мере и радоваться жизни. Она отмахивалась от сложностей, точно как веер отмахивает страдания, причиняемые жарой. Ее не смущали неблагоприятные обстоятельства, отсутствие формального образования и изначально бедные бытовые условия, в которых существовала. Ее способность выполнять самые сложные и невообразимые задачи благодаря своей сообразительности и стратегическому уму подпитывали ее решимость. Несмотря на сильный разум, была склонна делать поспешные выводы, была блестящим спорщиком и могла победить любого, могла дать дельный совет, но сама советов не слушала. Ее убежденность была в том, что она не может проиграть, была одержима своими идеями, чувствовала, что преуспеет во всем, куда бы ни направила свою энергию, потому что обладает такой чертой, как неуклонность в достижении цели. Она была способна выжидать в трудные времена и была агрессивна, когда появлялся шанс проявиться. Несмотря на независимый характер и диктаторские склонности, имела глубокие привязанности с некоторыми друзьями, которые ее поддерживали. Также в жизни у нее были серьезные философские, духовные искания и поддержка духовного наставника. В ее организме не хватало химикатов, таких как магний, и она восполняла это с помощью аюрведических лекарств и прогулками около дерева Ашока. Любила находиться рядом с водой. Для нее вода была жизненной силой, а не просто необходимостью. Она мечтала о морских круизах, поездках к океану и иметь свой домик около воды. У нее была цель улучшить свои жизненные условия и обладала сильным желанием жить роскошной жизнью. Достигая своей цели, она выставляла результаты на показ. Ей необходимо было производить впечатление. Была горда, самолюбива. Она становилась популярнее, известнее, и слава о ней распространялась благодаря ее неистовой энергии. Она хотела комфорта, роскоши, путешествовать бизнес-классом, отдыхать в лучших отелях и владеть островами. Была знатоком дорогих напитков, хорошего виски, разбиралась в чаях и могла с легкостью провести изысканную чайную церемонию и пила лучшие вина. Она доходила до крайности в богатстве, имела тенденцию притягивать каким-то образом в свою жизнь океан надежды, любви, знаний. Она то увлекалась одним, то стремительно бросала и начинала заниматься другими делами. Ей постоянно нужны были изменения. Она не могла долго находиться в одном состоянии или на одном месте и придерживаться одной цели. Ей нужно было разнообразие. И это было в некотором роде экстремально, так как могла в какой-то момент жизни затопить все из-за своих действий и подтыкания своим низменным желаниям. Она не смогла обуздать и победить всепроникающую и непобедимую саму себя. Это была ее война в ее жизни. Лечебные средства. Заботиться о своих зубах, так как пока зубы в хорошей форме, жизнь будет гладкой и достойной. Когда зубы или десны не в порядке, жизнь становится шаткой в той области жизни, где находится эта накшатра. Наличие в доме картины слона, на которой бивень поднят вверх, приносит победы в ежедневных битвах. Не уклоняться от своих роскошных потребностей и носить лучшие вещи, которые можно себе позволить. Даже если человек духовен и хочет иметь часы Rolex, он должен стремиться к этому. Нахождение возле родников, водопадов способствует душевному очищению. Профессии. Все профессии, связанные с водой. Военные стратеги, эксперты по вооружению, менеджеры, учителя и проповедники, поэты и писатели, художники, дизайнеры одежды, модные эксперты, парикмахеры и косметологи, работники индустрии развлечений, рок-звезды, гипнотизеры, медиумы, экстрасенсы и травники. 4 пады Пурвашатхи. Лев. Человек гордый и самоуверенный. Необходимо открыть свою сердечную чакру.
и стать оптимистом по жизни. Сильная тяга к духовности. Дева. Человеку необходимо себя сбалансировать, не уходить в изоляцию из-за проблем. Нужно научиться исцелять себя и развивать уверенность. Не быть слишком аналитичным и практичным. Может добиться больших духовных и материальных достижений. Весы. Человеку необходимо научиться отдавать от всего сердца, без ожиданий. Тогда он получит взамен вдвое больше. Здесь человек пожимает плоды и может дать хорошие результаты во всех видах партнерских отношениях. Скорпион. У человека есть природные таланты и навыки в оккультизме. Он обладает сильной интуицией. Здесь сходятся две крайности – глубокая мудрость и слишком большая зависимость от материальных ценностей. Необходимо научиться уравновешивать свои эмоции, в том числе негативные. Карма семьи может проявиться, поэтому необходимо быть терпеливым и избегать гнева. Возможны дела, связанные с заграницей.